В Турции скандал с предполагаемым растлением несовершеннолетней перерос в серьезные политические баталии. Все началось с публикации в леволиберальной газете «Бирган» истории 24-летней женщины, которая подала в суд на своих родителей и бывшего мужа. По ее словам, родители выдали ее замуж в 14 лет. В 17 она стала матерью. Оппозиция распространила в обществе информацию о насильственной выдаче ее замуж в 6-летнем возрасте. Главная прокуратура Стамбула потребовала 67 лет тюремного заключения для бывшего мужа и по 22 года для каждого из родителей по обвинению в последовательном растлении малолетних. Журналисты также разузнали про брата и сестер девушки. Выяснилось, что они считают обвинение сестры клеветой. Но на этом история не закончилась. Если бы это было правдой, то с нами случилось бы то же самое. Но мне 21 год, и я до сих пор не замужем. Фотографии, распространяемые в СМИ, как свадебные, взяты с праздничных церемоний. У всех нас есть такие фотографии. Тему подхватили лидеры и депутаты оппозиционных партий. Они посчитали, что всему виной религиозность семьи, и пообещали закрыть все джамааты и тарикаты в случае прихода к власти. Те, кто заключает религиозный брак, никах, без официального брака, будут приговорены к суровому тюремному заключению. У них есть религиозные общежития и курсы. Мы уничтожим их всех бульдозером. Кемалист Йылдырым Кая, выступая в парламенте, объявил список молодежных религиозных организаций, которые нужно закрыть в ближайшее время. «Мы привлечем этих насильников к ответственности», — добавил он. Известный турецкий политолог, доктор философии и колумнист Фатих Яшлы не остался в стране и призвал запретить в Турции курсы Корана, все джамааты и религиозные общежития. Как пишет «Голос Турции», на фоне всех этих заявлений в Стамбуле и Анкаре прошло несколько акций, организованных коммунистами и алевитами. Мы положим конец системе воров и джамаатов, закроем все религиозные организации и общежития, а затем все вместе построим равную, свободную и секулярную страну. В свою очередь, депутат от правящей партии Мурат Тюрк-Йылмаз ответил на призывы лидеров оппозиции закрыть религиозные молодежные общежития, джамааты и ассоциации. Посмотрите на это изображение, дорогие друзья. 63 случая сексуального насилия и домогательств со стороны депутатов кемалистской партии GHP в 18 провинциях Турции. Может, теперь нам нужно закрыть всю партию GHP? Кто-то станет призывать закрыть партию из-за преступников? Я думаю, нет. А в прошлом месяце в Тунджили алевистский ДД, алевистский религиозный деятель, был арестован за изнасилование. Нам нужно закрыть все алевистские храмы и организации? Кто-то к этому призывал? Думаю, что нет. Во-первых, призывы закрыть все религиозные ассоциации и фонды – это призыв к коллективному наказанию. Вы нарушаете принцип индивидуальной ответственности за преступление. Во-вторых, вы делаете выводы по судебному делу, которое еще находится в стадии расследования, нарушая принцип презумпции невиновности. Я привел эти примеры, чтобы показать, насколько искажено ваше мышление. Это показывает, что кемалисты, заявившие о раскаянии за исторические преступления, нисколько не поменяли своего подхода. Известно, что первые слушания по скандальному судебному делу о растлении малолетней назначены на 22 мая 2023 года. Ведущий популярной программы «Тигры разума», журналист Анвар Тушаков приглашает на свой авторский тренинг «Секреты ораторского искусства в Москве». Тренинг будет полезен как блогерам, так и менеджерам, руководителям и предпринимателям. Вы получите практические навыки оратора, уверенность в выступлениях на публике, индивидуальную консультацию, заряд бодрости и хорошую дозу юмора. Обязательно приходи на встречу с популярным ведущим. Тренинг Анвара Тушакова «Секреты ораторского искусства» состоится 22 декабря в 19:00 в центре Москвы. Подробности на сайте.